Всем привет, дорогие друзья, с вами Фил, и сегодня у нас выпуск крутых находок. В файлах игры тестового клиента были найдены элементы зимней карты, вновь появились щит, автомобиль, ночная погода, а также взрывчатка C4 и упоминание нового игрового режима. Давайте вместе на все это посмотрим и помечтаем о скором введении. Но перед началом хочу напомнить, что все любители спорта могут проверить свои знания и интуицию, предугадав исход встречи и выиграв на этом реальные деньги. А приумножить ставку с хорошим коэффициентом вам поможет самый надежный букмекер 1xBet. Там огромный выбор спортивных и даже киберспортивных дисциплин, мгновенные выплаты и халявный денежный бонус по промокоду FIL. Ссылочка на БК в описании. А начнем давайте сразу с зимней карты. Как вы помните, ее введение в игру запланировано ближайшей зимой. По крайней мере, на одной из прошедших конференций это заявил сам Брэндон Грин. По его словам, зимняя карта планируется не такой большой, как Эрангель и Мирамар, но и не такой маленькой, как Санок, из чего мы подумали, что ее размер будет примерно 6 на 6. Но тогда, кроме небольшого фрагмента со снегом и следами на нем, нам ничего представлено не было. На сегодняшний день дата-майнерам уже удалось найти концепт-арт и саму игровую карту в файлах игры. Как они выглядят, вы видите сейчас на экране. В качестве кодового названия разработчики, как всегда, используют свое любимое слово «дихороток». Сколько мы ни пытались с вами его перевести, ничего вразумительного так и не получилось. Но если у кого-то появились какие-то идеи за прошедший год, можете поделиться ими в комментариях. На карте уже представлены места расположения городов, мостов, а на концепте представлена сетка, глядя на которую можно предположить, что вся местность все-таки будет иметь размер 8 на 8. Однако площадь, занимаемая водой, на зимней карте навскидку достигает процентов 40, если не всех 50, что соответственно делает игровую зону гораздо меньше, чем на Эрангеле, но все же больше, чем на Саноке. Давайте сделаем наложение карт и посмотрим, как примерно выглядит разница размеров. В принципе, все как говорил Брэндон Грин. Остается только ждать официального анонса, и я думаю, по аналогии с Санком, изначально нам дадут потрогать карту на закрытом тесте. На фоне вы можете наблюдать множество моделей, все из которых имеют отношение к зимней карте. Очень радует, что их много и все они отличаются от того, что есть сейчас в игре. Плюс к этому в дистрибутивах были найдены такие названия, как космодром, парк развлечений, вилла, город, цементный завод, замок и, что самое интересное, упоминание о новом погодном эффекте «Снежная буря». Пока что, конечно, страшно представить, что будет твориться с нашим FPS, если вместо дождя по карте начнет летать снег и так же сильно, как туман, ограничивать обзор. Надеемся, все очень хорошо оптимизирует. В общем, остается только с нетерпением ждать тестов. Как по мне, развитие через новый контент — это именно то, что может хорошо удерживать и привлекать новую аудиторию к игре. Но, конечно, и оптимизацией, и фиксом багов тоже надо заниматься, но, к сожалению, у многих это не вызывает такой вау-эффект. А вот если я скажу вам, что разработка ночного времени суток как одной из вариаций погоды все же планируется, это будет куда интереснее. И как вы можете видеть на экране, это действительно так. Судя по названию «Небо Дихороток», думаю, ночь должна появиться вместе с зимней картой. Правда, будет она такой же динамической, как настоящая погода, или просто выпадать случайно, пока непонятно. Но что-то мне подсказывает, что зима, космодром и вся эта красивая снежная атмосфера вдохновит разработчиков сделать северное сияние. Но это чисто мои предположения, никаких предпосылок к этому пока что нет. Также в последнем обновлении теста разработчики вновь загрузили автомобиль, который ранее уже был загружен, и если я не ошибаюсь, его планировали вводить эксклюзивно на карту Санок. Щит, который, по словам Брэндона Грина, был предназначен для ивентов, и абсолютно новую модель взрывчатки C4, которая, скорее всего, должна быть в одном ивенте с щитом. Но лучше дождаться официального анонса и не пытаться угадывать. И это еще не все. В файлах игры было обнаружено новое название игрового режима — Conquest, что в переводе с английского значит «завоевание». Возможно, это тоже относится к ивенту или новому режиму для кастомных игр, где игрокам придется удерживать и захватывать какие-нибудь участки карты или здания. Правда.
И на этом пока что все, ждем официальный анонс от разработчиков и не перестаем следить за тем, что нового появляется в файлах тестовых серверов. Всем спасибо, что смотрели, делитесь своим мнением в комментарии, не забывайте ставить лайки, всем желаю удачи, пока-пока.